Привет, мои маленькие любители фэнтези и 2D-извращений. Устали от обычных, нерешительных попаданцев? Хотите чего-то погорячее? Вы попали по адресу. Как давно все мы мечтали, смотря аниме о фэнтези-попаданцах, что заводили себе гаремы милашек, чтобы любовная линия в них продвигалась активнее, чем просто поглаживание по голове и обнимашки. И вот, настал тот день. Да придет Спаситель! Есть пробитие. Блять, ну не так же. В своем роде Маг-Целитель стал первым подобным аниме, где на экране есть и фэнтези со скиллами и прокачкой уровней, и околоимбовый ГГ, расчлененка, унижение, гаремы, хентай, и при всем при этом умудрился отхватить себе полноценный экранный сезон. Конечно, как в полноценном хентае огурцов и вареников вам тут не покажут, по крайней мере напрямую, но бидонами и багажниками посветят знатно, и сценами кекса не обделят. Вообще, о выходе подобной экранизации мы предупреждали еще эдак в году 2018. И это аниме стало настоящим камнем преткновения в зимнем сезоне. Сейчас объясню. Посмотрим на статистику распределения оценок у других аниме в этом же сезоне. Везде наблюдается нормальное распределение от средней оценки. И при этом вокруг этих аниме не было большой атмосферы хайпа. Фанатичных сектантов вычислить довольно легко. А вот статистика Мага-Целителя явно выбивается на десятки и единицы. Иными словами, сообщество зрителей сильно разошлось во мнениях. Немцы вообще отказались официально дублировать аниме после нескольких серий, не выдержав всего его величия. Хотя они вроде бы всегда были авангардом в этих делах. На самом деле объяснение этой ситуации очень простое. Просто одни любят кекс с извращениями, а другие втихую довольствуются чаем. Мои телесные жидкости. По сути, подобная мудрость прозвучала еще в далеком 2013-м, только другими словами. В этом мире есть два типа мужиков. Извращуги, которые не скрывают этого, и скрытые извращуги, которые отрицают свою натуру. Но давайте перейдем к завязке сюжета. Главный герой Киару, или Кир, живет себе спокойно в своей деревне до тех пор, пока на его руке не появляется странная метка, которая говорит о том, что он один из героев этого мира, и его быстро прибирает к рукам принцесса местного королевства Флэр. Проведя анализ, обнаруживается, что главный герой является целителем, что всех вокруг не особо устроило, но отмахнувшись от проблем, король присуждает Киру звание героя-целителя. Но вскоре обнаруживается, что его сила исцеления способна возвращать даже потерянные конечности, на что не способна местная магия исцеления. Однако у всего этого был побочный эффект. Герою в момент исцеления приходится переживать всю прошлую жизнь своего пациента за пару секунд, в том числе испытывая все эмоции и боль, что в свою очередь не слишком хорошо отражается на психике. И естественно, Киру испытывать подобное каждый раз и даром не упало, поэтому он решает забить на геройскую жизнь. Но понятное дело, что такую бесплатную дойную корову никто отпускать не будет. И главного героя для сговорчивости накачивают веществами неизвестного происхождения. С этого момента и начинается самая незабываемая пора в юношеской жизни Кира. Днем он под веществами подрабатывает местным знахарем, а по ночам проходит курс подготовки Dungeon Master. Ввиду того, что в этом мире у героев есть одна особенность. При поглощении телесных жидкостей героя обычные люди этого мира способны повысить предел своего уровня и стать сильнее. И конечно, самой эффективной является Семен. Но если вы думаете, что главному герою уже пришлось не просто из-за такой работы в 2 смены, то рано расслаблять булки. Ведь впереди еще поход на короля демонов. Потрепанный жизнью и продолговатыми предметами, Киару попадает в геройское пати. Содомиты! Здесь повсюду содомиты! И за время путешествия наш герой проходит настоящие курсы повышения квалификации с отборными извратами местного комьюнити. Но ГГ оказался не пальцем проработанный, поэтому за время своих приключений приобрел сопротивляемость к боли и всяким веществам. А также неплохо прокачал свою магию исцеления, которую теперь может использовать и в обратную сторону. И в момент, когда геройская пати практически огребла от короля демонов, он раскрывает себя и свои способности, побеждает противника и с помощью философского камня отматывает время к моменту получения своей метки героя, обещая отомстить всем, кто превратил его жизнь в ад. И начав все сначала, Кира идет по старому сценарию, только теперь сразу начинает вырабатывать у себя сопротивление к ядам, а также получает магический глаз, что позволяет видеть статы всех вокруг, от лесного духа, про которого он прознал из жизни одного из своих пациентов. Но помимо знаний, герой использует еще и свои способности, благодаря которым он может незаметно красть опыт и способности тех, кто пытается повысить свой предел за его счет, или тех, кого
кого он исцеляет. И пусть пришлось снова провести немало времени в темнице, занимаясь привычным делом, но в конце концов Кир получает сопротивление ядом и вырывается из плена. Начав с принцессы, что унижало его больше всех остальных, и показав ей все прелести Deep Dark Fantasies, ГГ меняет ее внешность и воспоминания, делая своей карманной, легкодоступной женщиной. В общем, все это было только завязкой из первых 2 серий, которую мы даже слегка подсократили. И впереди у героя есть еще несколько бывших товарищей по пати, разбирательство с которыми просто одно изощрение другого. Но не забываем о том, что это все-таки фэнтези-гарем на максимально тонкой грани хентая, так что и цветник здесь будет достойный. Однако, несмотря на весь происходящий на экране попеременный набор кровищ и извращений, аниме не лишено своего посыла. Оно о бесконечном круговороте мести в жизни и наглядно показывает, что одно зло порождает другое, и не только на примере главного героя. Я прошел такой долгий путь, причинил много зла разным людям. Может, то, что я делаю, не совсем правильно? Да не, бред какой-то. Конечно, с таким содержанием, даже в отцензуренной ТВ-версии, аниме находится в очень опасном положении. Если Тетрадь Смерти и межвидовые рецензенты уже дошли до суда, то и магу-целителю до этого недолго. Так что если хотите ознакомиться с данным тайтлом, то займитесь этим в пустой квартире и пока его не начали удалять. А вообще, если до такого дойдет, хочу, чтобы, как и на заседании по Тетради Смерти, выложили запись процесса суда. Но один вопрос все же пока остается без явного ответа. Почему же это аниме получило столько внимания, хотя должно было выделяться только для любителей подобных сюжетов о мести? Не может же быть все из-за хендая, ведь есть настоящий и более качественный. И сюжет не то чтобы очень сильный или поднимает темы, которых ни разу не было. Да и главный герой не самый уникальный, пусть и со своими особенными навыками. Что если здесь есть связь более глубокая, чем кажется на первый взгляд? Что если страдания главного героя, которые он получил за простое желание быть полезным людям, и его желание отомстить за несправедливость жизни, это то, что чувствует простой человек, возвращаясь вечером с работы? Вот вы, молодой и жизнерадостный, после универа идете устраиваться на работу, а тут оказывается, что опыта работы у вас нет, что происходит, вы не понимаете, а значит, на вас можно скидывать всю чернуху, а потом назначают в отдел, где вот этот вот ваш начальник, этот старший, а вот это дочка директора, а вы стажер на испытательном сроке, которого еще и все чмырить могут. И ваши благородные желания делать полезную работу, они вертели на всем, о чем вы и не догадываетесь. А вы лишь молодой и неискушенный цветок, который мечтает путешествовать по миру, горе не знать, да лолей пихать. Хотя, может, это все просто из-за хентая. Что ж, надеюсь, мы заинтриговали тех, кого могли заинтриговать, и отвратили от просмотра тех, кому подобное не по душе. Призывать смотреть данное аниме или же пропустить мы не будем. Вы должны решить это для себя сами, и надеемся, наше видео вам в этом помогло. А от тех, кто уже оценил данное творение, мы ждем комментарии с вашими мыслями об увиденном. Ставьте лайки и до скорого!